Приветствую! Сегодня мы с вами разберем, как сделать свои миниатюры чуточку лучше, сделав их поверхность более гладкой. Пропустим ту часть, где мы лепим основу. Она сегодня для нас не так важна. Шаг 1. Инструмент, который нам в этом поможет, ребристая петля. Она сделана из гитарной струны. Конкретно в данном случае я использую струну под номером 3 от акустической гитары. У нее тоненькая оплетка, которая не добавит нам лишней грубой текстуры. Ей аккуратно в одном направлении прорабатываем поверхность, которую хотим в дальнейшем разгладить. Этот этап подходит для открытых участков без мелких деталей. Шаг 2. Следующим будет работа с растворителем. Я использую кисть и бензин для зажигалок типа Zippo. Несколько слов о кисти. Она должна быть достаточно мягкой, чтобы при работе не создавать грубые разводы. Синтетической. Она не так быстро придет в негодность при работе с бензином. Я бы советовал взять две. Одна будет основной. С ее помощью вы будете разглаживать большую часть поверхности. Вторая же будет вспомогательной. Для финишной проработки мелких деталей. Тут я демонстрирую 3 техники работы с растворителем. Первая основная. Ее суть заключается в том, что мы аккуратными движениями в одном направлении постепенно разглаживаем поверхность, убирая мелкие шероховатости, оставленные после работы петлей. Вторая техника видна при разглаживании волос, грубыми движениями в разных направлениях. Так мы добиваемся пропитывания растворителем верхнего слоя полимерной глины. Замазываем грубые переходы между отдельными прядями волос. Третья техника заключается в легких движениях кистью, едва смоченной растворителем по уже высохшей поверхности глины от предыдущей работы. Мазки осуществляем, немного меняя угол, упирая текстуру, оставленную кистью. Тут важно не торопиться. Выждать некоторое время, за которое растворитель полностью испарится. Иначе есть риск того, что вы оставите много лишней текстуры на очень мягком верхнем слое. Шаг 3. Его суть в том, чтобы добавить детали на уже первично разглаженную и подсохшую от остатков растворителя поверхность. Добавляем складки, морщины, прорабатываем зубы, выделяем отдельные пряди волос. Шаг 4. Это повторение третьей техники по работе с растворителем. Как раз тут нам и понадобится вторая кисточка. Ей мы точечно разглаживаем поверхность, убирая резкость переходов складок на лбу. Еще можно использовать спирт для этого этапа. Он меньше разъедает поверхность глины, но я обычно его редко использую. Осталось дождаться испарения растворителя, и можно смело запекать свою работу. В заключение хотел бы дать очень простой, но в то же время очень важный совет, который, возможно, спасет не одну вашу работу. Не торопитесь и запекайте работу на следующий день. Это позволит вам свежим взглядом оценить свое творение и, возможно, выявить некоторые дефекты, которые вы могли пропустить ранее. Надеюсь, данное видео было полезно для тебя и сделает твою работу лучше. А на сегодня у меня все. До скорых встреч!